Короче, сейчас приехал к Тиграну нежданчиком. Вчера видели, я аккорда показывал разобрано. Он мне вчера говорит, сегодня будет готов. Что, ты готов показать? Готов. Посмотрим, как он за день сделал аккорда. Бля, слышь, а что у тебя уверенное такое лицо? Ты что, правда закончил, что ли? Правда. Я, говорит, за день соберу. Давай, показывай, что ты там собрал. А ну-ка. Смотри. Собрано. Вот так Тигран. Что, все собрал, запустил, что ли? И что, настраивать надо? Да. Я не хочу вот это настраивать. Я его никогда не настраивал, если честно. Да то же самое Audi. А что это, они закреплены так, что ли? Тише, не отломать. А что ты так крепишь, что можно отломать? Не отломишь, они просто еще, может, не высохли, а там на этот, скажи. Это они вот так на выдув, да, все работают, вот так пошло и вот туда, да? Наоборот, вот так. А, и вот отсюда выходит воздух. А что за саундбуфер? ТД. 512, да? Я не знаю, кто где он у нас покупал. Нет, это он все привез. Короче, у нас сегодня обзор Honda Accord, и сейчас ее надо перед обзором настроить. Я сейчас попытаюсь это сделать. У нас супер тормозной компьютер, обвешанный всеми наклейками, которые были у Тиграна. И DSP MD-Lab процессор, который я первый раз в жизни... Не, я с ним игрался, было дело, но настраивал я его сколько раз, ни разу. Поэтому сегодня будет первый раз. Дай мне диск от него. Потому что у нас... Вон коробка там на пол. У нас даже программа не установлена. Так, у нас в комплекте идет шнур для подключения. Quick Start Guide. Быстрый старт. Ну я представляю, как по-быстрому эту херню подключить и настроить. Лучше быстро это не делайте. И диск, который мы сейчас установим. Будем следовать инструкции. Так, вот он предлагает нам на выбор два языка установки. English и... надо перезагрузить компьютер зачем-то. Делать лучше самому. Я ему не верю. Так, запускаем DSP-8. Он пока сам не подключен. Это как на Audi, они просто нажми два раза. Надо выбрать. Ой, блядь, начинается. Короче, увидимся с вами через 18 недель, когда мы разберемся с этой херней и продолжим обзор настройки DSP-8 и аудиосистемы в Honda Accord. Все, выключай давай эту херню теперь. Багажник сохранил практически штатный внешний вид. Если поднимем пол, здесь у нас вся музыка. И работает кулера, я думаю, слышно. Шумновато, но если закрываешь, их практически не слышно. Тигран не обманул. Я не верил в это. Я вчера увидел разобранную машину, говорит, я завтра соберу, завтра приезжай настраивать. Я думал, он меня троллит. Машина закончена, вот только вот фонарики там не вставил в двери. Да. Не успел или забыл, или их Нет, нету? это надо их просто, человек захотел поставить сюда светодиодные лампочки, надо будет переставить, чтобы 100 раз не разбирать, крышечки потом просто на место вставить. Лампочки. Короче, лампочки пока вот не доделал, все остальное доделал. Машина такая на славу получилась. Косяки тут, я сразу скажу про косяки, это штатное головное устройство, хотя звучит неплохо. Не BMW нифига. Вот, конечно, в японцах получше бошки стоят штатные. И САП. САП надо, конечно, мощнее сабовое звено под такой фронт. Там стоит одна ДДХ. САП такой на подзвучку получился сейчас. Но фронт уже можно слушать, играет он достаточно громко. В дверях у нас стоит 3 пищалки B2 от Digital Designs. 2 среднечастотника Loud Sound F13 и 2 мидбаса 16,5 см X Pro 6. Ну, 20-ки уже часто использовали. Здесь почему 16-е поставил хозяин? Потому что он обшивки уже купил готовые. Обшивки уже были сделаны с другой Honda они. Вот, в принципе, он их купил уже, по-моему, с пищалками, да? Остальное все докупил у нас, поставил. Остальное железо тоже часть он покупал у нас, часть уже было. Такой проект, получился сборный. Что-то хозяин сам решил, что-то у нас спросил совета. Часть была, часть купил. Вот получился такой кайфовый на самом деле проект. Машина ухоженная и Тигран свою работу выполнил, мне кажется, на 5 с плюсом. Хотя не знаю, мы еще не ковырялись. Я думаю, я что-нибудь найду тут по-любому. Косяк какой-нибудь покажу ему.
Двери получились в меру тяжелые, ну, ничего сверхъестественного. И посадки, при посадке они не мешают. Вот, сидеть в принципе комфортно, ничего не упирается, вот чуть-чуть здесь дотрагивается до плеча пищалка, но в принципе даже так уютней. Ну, на эксплуатацию автомобиля особо не повлияло никак. Бардачок у нас открывается нормально. Очень частая ошибка при изготовлении обшивок, то что бардачок не откроешь, вылазит, пойдем сюда. И из косяков у нас еще это сетки. Обшивка была сделана под другие сетки. Здесь у нас немножко не подошло. Ну, это в принципе можно потом доделать. Есть зазоры тут немного неприятные. Но это тоже можно уже будет доделать скоро. Процессор у нас не просто с компа управляется. У нас здесь есть управление, спрятанное вот тут. Аккуратно Тигранову сюда поставил. Очень кайфово получилось. Есть вольтметр, ну и само управление MD-Lab DSP-8. На нем мы можем поменять предустановки, запомненные заранее, изменить громкость и поменять источник сигнала. Показывать, что в багажнике. Так, в багажнике у нас вот одинокий сабвуфер, который ни хрена под такой фронт у нас не подходит. Тихо, надо признать, тихо. Это моменты к улучшению. Здесь у нас все аккуратненько, сохранен практически заводской вид, я бы даже сказал лучше. Саморезы вот позапрятал Тигран такими чопиками. И сейчас мы вытащим САП и посмотрим, что под фальшполом. Тигран сильный. Под фальшполом у нас находится Ганнибал 4.180 от Альфард, который работает на миды и среднечастотники. Дальше у нас стоит усилитель на пищалке, каденс. Если честно, я не знаю, какая это серия. Где-то здесь должно быть, наверное, написано. Ну, это вот хозяин с ним уже к нам приехал. И, собственно, вот MD-Lab DSP-8. И там дальше у нас моноблок, да? Во второй нише. А ну, вот опусти, чтобы было понятно. Вот во втором отсеке там моноблок Ганнибал 2000.1. Вокруг усилителей расположились кулеры, достаточно мощные, достаточно громкие, но когда крышка закрыта, их практически не слышно. Воздух происходит, циркуляция вот от левого нижнего по кругу и выдувает вот сюда. Тут все с предами. То есть воздух циркулирует вокруг усилителей таким образом. Слева вот под этой фальшью у нас скрыт аккумулятор Excite M1000. Там, если мы заглянем, увидим предохранители, медную шину. Все достаточно красиво, в змеиной коже. Стяжками все стянуто. Ну, конечно, эстетика спорная, но в плане loud sound, в плане хардкор мне очень нравится. Это вот кайфовая инсталляция. Очень приятно сделано. И этот пол у нас не самый нижний. У нас под ним еще лежит домкрат, ключ рулонный. И даже это не самое дно. Вот оно самое дно, это запаска. Короче, вот такой тут сэндвич. Раз, два, три, 4. Это вопрос к гаишникам. Если вы когда-нибудь остановите машину с наклейкой Loud Sound, у него возможно там есть посмотреть еще несколько полов. Покажите ваш багажник. А что, нифига не шутки. Мне раз на таможне на украинской, знаете, что сказали? Мы подъехали, а у меня сабвуфер, там усилители на нем, все дела. Они говорят, снимайте. Мы говорим, вообще что ли, с ума сошли? Они такие, нас не волнует, снимайте, мы должны посмотреть, что там. У нас с собой было 2 шуруповерта по счастливой случайности. Они офигели, что мы за 1 минуту все это сняли, показали им запаску. Тигран, ты видел, сколько тут всяких этих бардачочков? Вообще очень много. Тут, короче, вот крышечка есть. Вот. Вот эту штуку можно открыть. Вот эту. Вот. Бардачок. И вот.
И теперь еще вот. Да. Космическая машина получилась. А люк работает? Сейчас надо зажигание, да, включить? Есть люк. Не работает. Ты зажигание не доключил. А, нет. Что, будем проверять, он умный или не умный? Давай голову вставляй и закрываем. А ну-ка, будем проверять. Да, умный. Умный. Интересно, тебя успеет задушить, прежде чем он поймет, что это твоя голова? Внешний вид салона практически заводской остался, да? Не считая вот обшивок. Все остальное без изменений. У нас здесь ничего не говорит о том, что стоит музыка. Ну, если, конечно, не смотреть вот сюда. В принципе, полностью внешний вид заводской. Вот, кстати, это задолбали прокомментировать, какой ты шикарный микрофон поставил. Там не все на микрофон снято. Кто-то написал звук такой, как будто бы музыку наложили. Там реально наложена музыка. И реально поэтому такой звук. Иран, тебе нравится эта машина? Да, отличный Неплохая. проект получился. А я бы голову поставил все равно. Какую? Да любую. Я не Ну люблю какую эти люблю? процессы. Сюда выбор невелик. Как... Ну как это невелик? Да вот куда хочешь. А, отдельно? Вторым Ну, этажом? вторым этажом. А, ну в принципе можно, вот Вот место сюда, есть. смотри, бардачок. Зачем? Там фильтр меняется, там нельзя. Ну вот почему место Вот сюда есть. можно поставить голову, да. Можно сюда сделать сверху. Вообще вот так вот чтоб закрывало вот до сюда. Блин, такой Домашний. пятидиновый магнитофон поставить. Домашний. Нет, что, нормальная вот тачка. Так, косяки еще я сказал про САП, да, и проц мне не очень нравится. Но есть еще вот звук, ну так к процу, наверное, относится. Вот сейчас запущу. Ой, блин. Как включить? Почему? Ну вот, поближе поднеси к динамику. Да нет, сейчас нету практически. Какой звук? Ну, шипение в динамиках было. А, нету, да. Слушай, сейчас пропало. То ли сломалась музыка, то ли починилась. Ну это вот на большой громкости, да. Есть небольшое шипение. Что тогда, включим ее? Давай. А делать громко? Ну да. Ну, на 2.30 вот так.
Как ты думаешь, нормально на этих колесах? Стартанем? Я тебя спереди по-любому снимать буду. Давай не проеби, смотри, зеленый, гонщик. БМВ быстрее! Хотели обзор Нивы? Получайте. Кстати, ну ладно, все, не буду говорить. Да говори.